Добрый день, друзья! Сегодня расскажу про орхидею Arxray. К сожалению, у нас что-то часто стал происходить сбой камеры, и поэтому всю разборку камера не записала. Но, по крайней мере, я ее еще пока не посадила, поэтому расскажу вам, что я сделала с этой орхидеей. Даже есть еще возможность показать, что было. Орхидея провела 3 года вот в этом горшке. Но вы знаете, что Arxray это, наверное, самые капризные орхидеи. И недавно я купила 2 орхидеи, и они обе погибли. Вот ничего не помогло. Даже корни начинали расти, но все равно сбросили листья, погибли, корни все засохли. Я рассказывала, и ссылку на именно это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Но для этой орхидеи был создан плейлист, и я вам 3 года рассказываю про эту орхидею, и все видео находятся в плейлисте. И ссылку на сам плейлист я оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. И в последнем видео, кстати, когда я рассказывала об этих орхидеях 2 погибших, я вам сказала, что вот живет только этот, с разными фокусами. Купила 3 года назад. Я там рассказывала, как я ей корни наращивала, как это все происходило, как я ее разбирала, как я ее купила. В общем, все есть в этом плейлисте, но 3 года от нее только одни неприятности. То погибает лист, ну прямо в точке роста, но погибает так, что начинает расти новый лист. То покроются какими-то листья красными пятнами, тоже погибли. И вот все время в таком состоянии. 3 листика и не больше. Ну, листики живые, здоровые, упругие. Есть корни. Конечно, разборку вы не увидите, но увидите, что вот здесь находится керамзит, в котором росла эта орхидея. Конечно, есть гнилые корни, ну а как за 3 года? Ведь орхидея растит новые корни, значит, старые сбрасывают корни. И вот что оказалось в горшке. Есть растущие корешки, вот они. Даже белые растущие корни, вот видно, что 2 белых корня, они росли в горшке, в керамзите, вот здесь пробивается новый корень. И от шеи тоже вот какой славный корешок. А вот этот корень я вам недавно показывала, когда рассказывала о большом стеллаже, на котором я поливаю орхидеи с аминосилом. И эта орхидея стоит на том стеллаже. Здесь был всего маленький носик от этого корня. Вот за 2 недели, или может быть чуть больше, подрос корень до 2 сантиметров. И я обещала, что как только получу кору, посажу эту орхидею в кору. Но вдруг это тот последний нюанс, хотя я в этом очень сомневаюсь, который будет способствовать росту этой орхидеи. А может быть, она уже закончила свои фокусы и начнет активно расти. Ведь ей 3 года. В природе только после 3 лет начинается такой активный рост и цветение. От 3 до 5 лет, потому что ну вот она маленькая, сил у нее не хватает для цветения. Но вдруг сейчас случится чудо, и она оживет. Ну пусть будет так. Я согласна покупать каждые 3 года для нее новую кору, лишь бы она зацвела. Кору я буду использовать ультраэффект фракции 13-19, горшок, просто чистый возьму горшок, объемом 1,6 литра, точно такой же, в котором она росла. Корни сюда все прекрасно поместятся. А, вот еще что я вам хотела рассказать. Я отрезала небольшой кусок старого ствола орхидеи,
с одним корнем. Да, корень кажется плотным, но он уже настолько старый, что ничего страшного с орхидеей не произойдет. А сам ствол, если дорезали до живого, нужно обработать или порошком корицы, или порошком толченого угля, или же перекисью водорода, как я это обычно делаю. Капельку. Должно зашипеть, если там есть что-то живое. Перекись немного шипит. И можно сразу сажать. Промывать я ничего не буду. Нет в этом никакого смысла. А те керамзитинки, которые можно снять, если корни не сильно приросли к ним. Но если сильно приросли, то не надо отрывать от корней ни кору, ни керамзит. Пусть остаются. Помещаю в горшок. Еще раз говорю, что горшок объемом 1,6 литра. Постараюсь поглубже. Потому что, ну, не знаю, вдруг опять с листьями что-нибудь произойдет. Или корни новые будут расти. И засыпаю сухой корой. Только засыплю. Больше ничего делать не буду. Постучу по горшку, чтобы кора внутри распределилась более равномерно. И еще немножко коры подсыплем. Поливать буду через 2 дня. Видели, что есть живой срез. Нужно, чтобы он подсох. Орхидея залечила эту ранку. И только тогда можно делать полив. Эта кора не влагоемкая, поэтому поливать буду замачиванием. Наливать воды на 2-3 сантиметра ниже уровня грунта. Выливать через полчаса. То есть полчаса орхидея будет находиться в воде. Эта кора такой же влагоемкости, как керамзит на данный момент, но со временем она станет более влагоемкой, и я изменю метод полива. Конечно, надежда умирает последней. Хотя вы знаете, что у меня есть орхидеи, разные орхидеи, посажены в одно и то же время в керамзит и в кору, растут абсолютно одинаково, но вдруг здесь случится чудо. И кора окажется именно тем недостающим компонентом, опять же, я очень сомневаюсь в этом, который нужен был этой орхидее. Надеюсь, что это будет так. Ну или хочу, чтобы это было так. Я даже хочу, чтобы она просто росла и когда-нибудь зацвела, зная, что не у всех и очень редко выживают эти орхидеи. Да, выживают, но бывают погибают через 2 года. Вот ей 3 года. 3 года 3 листика. Ну, кошмар какой-то. Конечно, хочется увидеть, очень хочется, цветение этой орхидеи. Да хотя бы активный рост. Подождем еще немного. Вдруг что-то получится. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.